Обещал рассказать о своем похождении в медицинское учреждение, но вот только спустя сутки я нашел физические силы, чтобы это рассказывать. Значит, наверное, уже несколько месяцев подряд я мучаюсь от достаточно сильной бессонницы на фоне, на самом деле, присутствующей депрессии. И спать по 2-3 часа за ночь — это ненормально. То есть понятно, что в течение дня я пытаюсь себя взбодрить всякими энергетиками, кофе. И это плохо сказывается на работе внутренних органов. Причина, понятно, вот эта вот неопределенная ситуация с моим статусом, плюс то, что, давайте честно, никому информация о происходящем на российско-украинской войне не нужна уже. То есть эта тема неинтересна издательствам. Вот. Вот такая вот ситуация, очень долго длящаяся, застойная ситуация. Плюс у меня из-за обилия работы, потому что все время нужно что-то делать. Неправильный позвоночник, видимо, травмирован. Очень болит шея. Все время склонен к монитору, клавиатуре. Вот. То есть физическая боль. Плюс вот эта вот депрессивность привела к тому, что я мучаюсь бессонницей. Думаю все время, что делать в текущей ситуации. Вот. А бессонница, днем ты уже неадекватно себя чувствуешь. Пошел я, значит, в свой... Да, кстати, вот тут должен вам напомнить, подписаться нужно. И поставить лайк, дизлайк, напишите комментарий, какое ваше мнение по ситуации с свободой прессы или с тем, что популярно сейчас публиковать. Вот видите, одно на другое все накладывается. Я понял, что уже все, вышел за рамки возможностей моего организма. Пошел к врачам в поликлинику. Говорю, так и так, вот по 2-3 часа в ночь в сутки сплю. Урывками, действительно, на час буквально проваливаюсь. Потом просыпаюсь, начинаю думать. И все, уже не могу заснуть. Пошел к врачам. Они мне, значит, послали меня. Это было в начале этой недели. Дали мне запись на прием к моему не лечащему, а домашнему врачу, это так называется, семейный доктор, терапевту. Дали на прием к этому человеку, потому что я же хотел еще и спросить о результатах своего анализа крови. И хотел спросить о результатах, спросить хотел о причинах, почему меня не зовут на УЗИ и не зовут на рентген. Хотя мне дали направление и сказали, что позвонят из большого госпиталя Марина Баха, вот я где был. Должны позвонить, сообщить, что мы тебя приглашаем на эти процедуры. Зачем все это надо? Затем, чтобы поставить меня в очередь на удаление камней желчного пузыря. Операция, которая была мне назначена в Каталонии, в которой я не смог поучаствовать, потому что я переехал вот сюда, вот в другую провинцию, считай, в другое государство. Вот. На очередь меня не ставят, хотя анализы показывают, что у меня много холестерина в крови. Вроде бы как я врачу показываю, что вот меня вызывали, Сабадель, там. Он говорит, все по новой начинай.
И это при том, что даже если ты начал все по новой, тебя ожидать, ну, вот так же, как в Сабаделе, 1,5 года. Так вот сейчас я не могу пройти пока процедуры УЗИ и рентгена. Нет в местной поликлинике этого оборудования. Представляете? Вот, я прихожу, значит, мне отказывают в приеме. Говорят, приходи вот 6 числа к врачу. Я пришел 6 числа к врачу, еще хуже себя чувствую, вообще разбитый, ничего не могу делать, ну просто у меня нет сил. Сон, видимо, это ужасно важно для людей, нормальный сон. Рассказываю все врачу, заранее пришел к нему с напечатанным текстом, потому что врач плохо понимает по-английски, я не могу всего объяснить по-испански. Напечатал текст, перевел его, по сути все свои жалобы в письменном виде изложил. Ну, врач его мельком так пробежал, говорит, тебе нужно поехать с этой проблемой в ургенцию, то есть прием скорой медицинской помощи, вот в этом самом госпитале Марина Бах. А он находится в городе Вилла-Хойоса. Это пригород Бенидорма с другой стороны. Не северной, как вот Альтея, а с южной. Ну окей, думаю, сяду на поезд. На поезде доехал до Бенидорма, оказалось, что Л1, ветку поезда, ее ремонтируют. Ехать по этой ветке невозможно. Нужно искать автобус, который тебя провезет до Вилла-Хойосо. Ну, кое-как его нашел. Пришлось бежать обратно билет покупать, потому что в автобусе как бы нельзя его купить, а только на станции. Как потом выяснилось, что в автобусе можно покупать билеты. Вот. То есть погоняли меня так еще испанцы. Беспричинно. Ладно, сижу в автобусе, доехал до этого Марина Баха госпиталя. Зашел в ургенцию, отдал свою карточку направления. Замечу, я приехал с непреодолимой бессонницей. Вот моя жалоба, что не могу спать. И что получается дальше? Меня посадили, дали эту наклейку на руку, ремешочек, и посадили в зале ожидания. Спросил у врачей нормальные сроки ожидания, они говорят, ну где-то 2-3 часа. Пришлось покупать в местном автомате кофе содержащие напитки, чтобы не заснуть. Отсидел я 3 часа. Вызвал меня женщина, не знаю, тоже, видимо, терапевт. Она не назвала свою медицинскую профессию. Спросила, где что болит, когда болит. Я ей все объяснил. По-английски говорит молодая девушка, и слава богу. Вроде все поняла. И потом она говорит, вот по бессоннице, по депрессии, это не к нам, это вот психиатры. Типа мы не выписываем снотворное, только психиатры. Ну, окей, посадили еще ждать. В общем, еще где-то я около часика прождал. 2 психиатра. И я им все, тоже один хорошо говорит по-английски, другая чуточку хуже, но понимают. И, в общем, я им рассказываю свою историю. И тут, конечно, я был поражен несколькими вещами. Первое. Они говорят, ну, типа, а что ты... Вопрос такой общеполитический. А что ты не вернешься обратно
в Россию. Я говорю, так там преследуют, кто против войны выступает. И врач задает вопрос. Ну так Путин же у власти 25 лет. Типа, что поменялось? Понимаете? Я говорю, так у вас же в городе, вот в вашей Вилла Хойоса, убили вертолетчика, который перешел с российской стороны на украинскую. Да, говорят врачи, а я не знал. К вопросу о том, насколько испанцы интересуются российско-украинской войной, что даже то, что произошло в городе, они не знают. Вот. В конечном итоге они у меня потребовали кучу данных по людям, которые могут подтвердить мое психиатрическое состояние, что я вот не досыпаю, кому я жаловался до этого. В конце концов, выяснилось, что никто не готов мне ответить на звонок в это время. Я звонил кому-то, кто со мной общался в последнее время, и говорит по-английски. Что не по-русски же они не поймут. Но никто не ответил мне в это время на звонки. Я говорю про 7 вечера рабочего дня. И в конце концов, еще через час вот таких вот попыток с кем-то созвониться, как я понял, они я никому не смог позвонить. Они плюнули на меня и в конце концов отправили домой, выписав это снотворное. Не помню название, я такого никогда не видел. Действующее вещество, серьезно, я вот сейчас, может быть, слегка медленно говорю, потому что впервые проспал 12 часов подряд. Ну, там один раз проснулся утром, и потом я решил еще поспать. То есть, обратился я в районе 12:30, а отпустили они меня около 9 вечера. Нет, 8 вечера, да. И потом я еще 2 часа добирался из-за плохо работающих путей сообщения. То есть на автобусе пересадка, потом ждать поезда и все такое. Вечером тут сложно добираться. Не так, как в районе Барселоны, где больше автобусов. Тут или поезд, или все. Больше ничего нет. Транспортная насыщенность здесь намного хуже. Вот такая вот ситуация. Непосредственно в Марина Бахов госпитале я был с 3 до 8 часов. Около 3 часов чистого ожидания. Вот, только ждал. И, наверное, в общей сложности я пообщался с 3 врачами. Это около, может быть, 30-40 минут. Остальное ожидание. Вот. Спина по-прежнему болит. Спина болит, шея вот сейчас я кручу, болит, отстреливает в голову везде. С этим мне никак не помогли, увы. Хотя в Барселоне мне было предписано занятие физиотерапией, давали направление, но, извините, оно даже в Каталонии нельзя его переделать свободно, надо заново, все заново, понимаете, вы жутко привязаны к месту. Ну, вот такая вот история. Всем пока.